Всех приветствую. Продолжаем бороздить просторы masseffect. В целом, что хотелось бы сказать. На днях я тут фантомную бригаду поиграл. В принципе, интересный такой вариант Front Mission. Привет, Нурсултан. Уже 20 лет. Так, погоди. Тебе же не 20. Типа меньше. Меньше 20, по-моему, таки точно. Так, это уже было лишнее. Ой, когда же ты подрастешь-то, а? Ей-богу. Конечно, понимаю, возраст, все такое. Дурь в голове. Так, надо сейчас пушку достать. Не знал, что там тоже трансляции ловят. Где мой пистолет? О, можно идти. Так, тут помехи. Ага, все, вспомнил. Вспомнил я, только надо бы куда-нибудь товарища определить. А нет, все уже нормально. Ну, ты же за 3 года до рождения-то не был в Казахстане. Окей. Снайперы. Ловим правого. Fire in the hole. Так, все, по-моему, отловили. Как там сейчас, кстати, в Казахстане-то дела происходят? Тело дергается. На мышке некоторые проблемы. Стареет. Protect the heart of the colony. Ну, хотя предварительно там ясно чего. Там вроде какие-то предварительные результаты обычно еще выкладывают. А вообще странно, что через месяц. Да. Какие интересные желания. Так, ну тут снайперы они хиленькие довольно-таки, но проблемка имеется. Они ваншотают. Гарус не захочет вставать. Thanks. А ты уверен, что все? Там, по-моему, если я не ошибаюсь, только вот
Южный округ, что ли, или как там его? Не южный, а как там? Там 2 округа. Поэтому там 2 обозначения такие латинскими буквами, от которых у всех пригорает почему-то. Ой. Ну, там явно не все. Вся армия это где-то около... Минутку. Это от эпиков. Там-то по всей протяженности границы, там по-любому не вся армейка стоит. Заочно. Заочно принадлежит Казахстану. Ну, забавно. Не знал. Бери выше, все россияне уже в составе Казахстана. Если уж упарываться, то по полной. Now it gets fun. Shields disabled. Не вижу ни черта. У него на пушке хитбокс. Ну вот видишь, как приросло-то. Приросло население Казахстана. Так. Вообще мне в этом плане нравится история Китая. Так сколько не пытались завоевать, минуточку, это самое. В итоге Китай всех ассимилировал. Всех обижают. Всех во всем мире. Никто не уходит обиженным. Точнее, не обиженным. Вообще, мне кажется, что мы вернулись обратно. Я тут этот Dark Pictures скачал. Якобы интерактивное кинцо и якобы ужастик. Что-то даже не знаю. У меня какой день до него руки не доходят. Вроде такое средняк категории Б. Почему-то людям нравится. Не всем. Вот чем мне нравятся сюжетные локации. Гетов убивать так приятно. Ну как ничего не делать? А документы в ВУЗ подавать? Готовиться к вступительным, если они есть. Как бы программу Базалет не забыть. А то бывает.
хорошо они валятся. Ну ты их подал, а там еще потом конкурс будет. Там надо будет мониторить ситуацию, особенно на сайтах учебных заведений. Ну где ты? Я его вижу. Прицелиться на него надо. Ай-яй-яй. А мне показалось, что он уже выстрелил. Ай, я вот говорю, меня бесит снайперы во всех массeffектах. Ну, по-моему, в первой они только такие бесячие. Нифига себе, до чего техника дошла. Кураторы. Не знаю, как когда у меня там с документами все сам, все сам. Тут еще кураторы. Еще ГОСТ отменили. Не знаю, как в Казахстане, но в России, по крайней мере, так. Ай. Я что-то там вообще никого не вижу. Ну, если он хотел поступить в эту шарагу, то почему бы нет? Техникумы там вроде как не особо жестят с набором. Эту чертяку вижу. Ну, вылезай. Ой, не скажи. С этой чернью. Так-ка звук потише сделаю. Там что-то в уши долбит. Так. Вот раньше экзамены отсекали. У них еще был фактор рандома в виде билетов. Так что можно было еще свою удачу проверить. Причем я помню, у меня эти экзамены по билетам были с 5 класса. Смешно было. Каждый год экзамен сдавать.
Все. We should update Fidan on the situation before we move on to wherever the Geth are bunkered. He's the closest thing left to proper channels. Ну как тебе сказать? Эта категория населения будет всегда с тобой. В учебе, на работе. Ой. Всегда найдется парочка одаренных людей, которые будут скрашивать тебе досуг по жизни. Че уж, можно валить отсель. Так, журнал атака гетов. Проинформируйте. Если я тебя проинформирую. Ну, минимализировать, да, в какой-то степени. Ну, тоже. Еще потом такая фигня, что на людей из деревень, каких-то поселков, городские смотрят, не знаю, на что бывает, особенно работодатель. Ну не скажи, хороший плиточник зарабатывает много. Кто они, где? Опять это летающий. Бесит, они еще это... Они снайперят, и по ним фиг попадешь. Ой. Сейчас, если есть хорошие умельцы с золотыми руками, они прям хорошие деньги зашибают тоже. А вообще, при Советском Союзе был такой хороший лозунг: от каждого по способностям, каждому по потребностям. Не, ну может у кого-то из них есть как бы, ну пока что можно сказать хобби. Кто-то может реально мастерит, кто-то спортом занимается, кто-то еще чем-то. Знаю. Надо каждый случай в отдельности рассматривать. Однако, здравствуйте. Рекс. Пошел. Помню в оригинале эту локацию. Темно было. Ужасно. Как же прикольно гетто подстреливать. Однако ж. This valve looks like part of a large system. There are likely others we need to activate as well.
Это человек закладчик, что ли, шоу? Не, ну хобби разные бывают, здоровые не очень. Ну, вообще, наверное, в каждой школе практически может найтись история, особенно в провинциальных, где психоактивные вещества притаскивали в школу. В 90-х было вообще прикольно с этим делом. Идешь там где-нибудь за угол, а школа, там шприцы валяются. Красота. Да и только. Ну, знаю. Мне кажется, что во всех странах СНГ есть такие элементы, как та бабушка, которой нафиг не нужен интернет. Реалия. Ну, я говорю, в каждой провинциальной школе можно, думаю, найти такую. Не знаю. Вообще эти все критерии, кто кого лучше, кто кого хуже, причем критерии довольно сумбурные. Чаще такое бывает. Так, Кроган солдат. Вот эти вот Кроганы, это, конечно... То еще развлечение. Блин. Забыл про их паттерн поведения, они прям на тебя прут, эти Кроганы. Поэтому тут бросок нужен. А на селе веселиться умеют. Кто-то щиты потерял. Куда прям в стену стреляешь, товарищ? Вот эта дверь. Так, ладно, можно жить. Только вот сейчас мы стригерим человечков и сразу обратно. Люблю подъем.
Подъем хорошая вещь. Дробовик катана. Ну, взять все, конечно же. Так, что вообще качал? Адепт, это, конечно, прикольно. Я бы тут качал бы подъем. Барьер тоже хорош, но еще силу броска буду качать. Ну что ж тебе еще качать? Дробовик. На всякий случай. А мне казалось, что кибербезопасность это наоборот. Так, здесь дешифровка нужна. Чем вкачанная на максимум. Поглощающее поле. В принципе, интересно. Но надо... Нужно еще электронику докачать. Так, ну окей. И опять не засейвится. Иди сюда, товарищ Кроган. Не идет. Ладно, если он найдет меня и начнет агриться. До сих пор агриться не начал. Я тут, кстати, на котором моду на первый накатил. Надо будет это, конечно, в действии писать. Правда, игра, конечно, технически старая. Блин, застрял. Шепард пытается убежать, но у него не получается. Ой. Может, какой-нибудь бросок? Во. Убежал. Жесть. Так застрять, конечно, это надо уметь. Где быстрое сохранение, наконец-то. Что у нас вообще тут есть? Штурмовая винтовка Хищник. Дробовики. О, пятый страйкер. Но пятый страйкер, он... Ну, вообще ни о чемный. Урон в секунду. Рил, патроны, зажигательные патроны. Полониевые.
Минус 20 поглощение тепла. Ну, в принципе, мы так не стреляемся. Давайте дробовичок, что ли, дам. Правда, он такой же. Снайперская винтовка Мститель. Мстятель. Так, средняя броня на человека. Я ее таскать не умею. Ну, такие себе снайперские винтовки. Что мне, ее надо уничтожить, эту вышку, или что с ней сделать? Передача гетов. Это чтоб мне этот восстановить. Радар. А то ж не видно ни черта. И что надо будет сделать сейчас? Геты в туннелях, подача воды. Вентили. Эта локация, она немножко посветлее по цветовой гамме, потому что в оригинале это Атас. Не видно вообще ни черта. Так, Рекс туди. Зараз сюди. Непонятно, кто там сейчас ходил. Интересные все такие. Все, выполз ежик. Turning this last valve appears to have activated the system, Commander. Последний вентиль крутили. Какая радость. Опять не видно ни черта. You don't want to go down there. What are you doing down here? Nothing I should be, and anything I shouldn't. No! That was a good one. Very intense. What's the matter with you? Just invoking the Master's whip helps remind me I'm still alive. You're here for the Geth, aren't you? You're not the only one interested in those things. Вариант я пошел прикольный. Who else is looking for the Geth? Not looking for, looking to get rid of. They're a thorn in the side of the... Trying to get to the... Let's go. He can't help us. Я пошел убить его. Is there anything I can do to help you? Do you even want help? Help me? No. No one can help me now.
I'd rather die fighting! Fighting what? Not that kind of fight. It's like running through a thorn bush. The more you struggle... Time's up. Company's coming. Ask Fidan. Ask him about the... Ah! Look out! То снова у него там We got начинается them all, в голове. Shepard. I won't do it. I won't. Ой, I can't. I won't do it. надо чесать обратно. Прям товарищ колбасит. Он в оригинале это был какой-то, ну не знаю. Ну слишком уж бедовый. Надо будет после этой миссии потом на Луну сгонять. А насколько я помню, до приколюхи были. Ну, что ж, тебе засеиваться не получится. Фугасные гранаты. Ну, кстати говоря, улучшение для гранат надо бы взять. Господи, звуки такие, что ужас. Жак стоит, падальщиков. Think we're good, Commander. 4-4. О, средняя броня для Крогана. А мы тебе что-то нашли, Рекс? Так, при ударе защита от физ урона. Щиты, точность движения, сокращение времени восстановления. Ну, щиты! Да, лучше по хпшке пройдемся, что ли. Нашли мы нашему Крогану наконец-то броню. Еще элементы питания, а я на квесты вообще не смотрю. Я иду, куда глаза глядят. И вроде пока получается. Да, в принципе, когда проходил-то, шел чисто на интуиции. Да и локации здесь довольно-таки линейные. Хоть иногда и здоровые. 5 гетты.
You spin me. Мы поправили искусственный интеллект. Ладно, с разрушителем шутки плохи, надо его поднимать. Иначе эта штука может очень больно укусить. Да, особенно там снайпер, который вот торчит. В тех злачных местах. Ну давай, высовывай свою башку. Ну. Отлично. Руки помнят, как говорится. Just the way I like 'em. Так, настройки. Это не вроде безумие. Не, ну безумие чувствуется по урону, который там наносит. Но все равно сюжетные квесты в плане мобов, они несколько попроще. А если мы потом на базу на Луне туда заглянем, там будет вообще жесть. Я помню, там несколько ракетных установок прям в узком проходе стоит. Запускается ракета и все. И можно прощаться. Вспомнить, куда бы ходить по этой башне. Вообще не припомню ни черта. I'm grateful for what you've done, but your heroics don't impress me, Commander. Пока. Tell me more about yourself, Arcelia. I'm a rent-a-cop. I was hired to keep kids from writing graffiti on the walls at Exogeny. Then all this happened. I wasn't trained for this. I didn't ask for it. I just wanted to end. I never asked for this. What can you tell me about the Geth? Do you have any idea what they might be after? I can't tell you anything about that. I suggest you go to Exogeny if you want answers to those questions. I get the feeling you don't like me. How would you feel if you were hung out to dry by every government organization that ever promised to keep you safe? They should have sent a small fleet. Instead, we get one ship. And you're only interested in the Geth. Tell me about Zoo's Hope. I can't tell you much about it. You should speak to Phi Dan if you want to know more. What can you tell me about Exogeny? Very little. I work there as a security officer. I know they were looking for artifacts and anything of value. That's what they do. They fund the colony. In return, we help them uncover buried treasure. It's definitely not as exciting as they make it sound. Goodbye. Commander? Где этот черт? You'll have to forgive my wife. Calantha's not in her right mind. She just needs to relax and accept what's happened. I have to go. Please do what you can to stop the attacks. You're the one who repelled that last wave. They'll be back. And if the Geth don't kill us, we'll die of hunger soon enough. Are you doing anything to remedy the situation? I need to boost rations with Varen meat, but it's too dangerous. The Alpha Varen, he's huge and he's mad. Rabid, maybe. Totally uncontrollable. I can't do anything until he's dead. I killed the big Varen. The rest are yours. Excellent.
I'll organize a hunt when the immediate threat of the Geth is gone. Заплатите. I have to go. Here, for your trouble. It's not much, I know, but it's all we can spare. Господи, он так денег дал. Тоже мне прям жаловаться на эту тему. Как ему вообще? В какую сторону идти? The water started running not long ago. Thanks to you, I assume. Now we just need to deal with the Geth and we can get back to growing this colony. Here, a few credits for your trouble. Thank you again, Commander. Они даже еще больше заплатили. I'll hold this position in case those things try to attack again. Commander, I was told to make my supplies available to you if you wish. Let me see what you have. Of course. I may be able to provide a few interesting items. Интересно говоришь. Уравнитель, снайперская винтовка. 76 косарей. Может тебе все продать? Давай до троечки. Или купить себе какой-нибудь пистолетик. Уравнитель 6. Давай лицензию купим. Потом это все можно Данту скинуть. Но мне бы хотелось бы спектрские пушки. Nice work with those Geth. Glad you showed up. I still need the power cells for this generator, though. I found these power cells in the tunnels. Are they what you're looking for? I knew they'd turn up eventually. Here, Fidan gave me some requisition money. It's all yours. Now if I can kick these power cells into place, I'll have this colony up and running in no time. Тут ничего. I'm grateful for what you've done, but your heroics don't impress me, Commander. Goodbye. Commander? The tower's secure. Thanks to you, Commander. I'm just glad your colony is safe. I appreciate your concern and your efforts against the Geth. They may have been slowed, but they'll be back. They always come back. Help me find what the Geth are after, and you'll all get out of here alive. We don't know what they're after. They came, they attacked us, that's all we know. Their main base is at the ExoGeni headquarters. A good place to start looking if you want answers. What's ExoGeni? It's the company most of us work for before the attacks. They fund this colony. The Skyway leads directly to ExoGeni headquarters. You can't miss it. Of course, there's an army of Geth between here and there. I didn't expect this would be easy. Then maybe I can get this colony operational again. I destroyed a Geth transmitter in the tunnels. They won't be a problem any longer. Thank you, Commander. We're in your debt. You've taken a great weight off my shoulders. I just wish I had such good news for every problem.
I'll talk to you when I learn more. Good luck, Commander. Чуть по журналу у нас Дрианские эмблемы, дипломатия Азари. Вот опять. Найдите кучу этих. Пропавшая разведгруппа. Такое себе. Отправляйтесь к офису Экзогения. Ну, поехали. Чё тянуть-то? Сейчас еще экспы подзаработаем. Надо будет после Луны на Цитадель вернуться. Смотри, сколько вообще спектрские пушки стоят. Watch out! Scouts. Oh, they'll be here any minute now. I don't know how much more I can take. We got them all, Shepard. Прям надо чувствовать, что играю в Stellaris. And now to the Geth base. Not something an intelligent mind expects to say. Batch went south. What are they looking for? I'm picking up a comm signal. It's too weak to pinpoint, but there's definitely someone out here. Вот это вот шоссе немножко неприятно, но они урон-то нам наносят с гулькин нос. Говорю, сюжетный квест, он тем и хорош. More on the comm, Commander, but I still can't get a fix on it. Any sign of movement? Elizabeth could still be in there. It's only been a few days. Прокачаться можно. She's my daughter. I'll wait as long as I have to. И эти товарищи тоже на дороге стоят. Башни-то надо развернуть. Heading to position. Negative contacts. Вообще бег меня здесь удручает. Шепард вроде самый такой бывалый вояка по лору, но что-то стамина у него вообще какая-то не армейская.
Экипировка, наверное, We've не, got movement. не столь Some много kind of весит. vehicle, not one of the Geth. They must be close enough to see us. Forget them. We need to find the Geth. Такс. Где-то здесь еще человеки должны быть. А, вот, кажется. По-моему, если вниз пройдешь, там человеки будут. That's close enough! Relax, Jong. They're obviously not Geth. Get back, Juliana. Who are you? What do you want? Commander Shepard, I'm here to remove your Geth problem. You see? You worry too much. And you trust too easily, Juliana. I'm just glad to see a friendly face. I thought we were the only humans left on this planet. Fidan and some of the members of Zoo's Hope are still alive. I thought you said they were all dead. I said they were probably all dead. They're surviving, but the Geth really hit them hard. We know what that's like. Those damn synthetics are relentless. I'll do whatever I can to keep them away from you. But I need some information. What kind of information? Ignore him. The Geth are up in the Exogeny headquarters, just a bit further along the Skyway. Those headquarters are private property, soldier. Remove the Geth and nothing else. I'm not interested in your company's secrets. Commander, before you go, my daughter, Lisbeth, she's missing. They shouldn't waste time poking around. We can do a proper accounting of our casualties after the Geth are gone. That's my daughter you're talking about. She's still alive. I know it. Where is your daughter, Juliana? She was working in the Exogeny building when the attacks came. Oh, yeah, there were several places she could hide. For a short time. If she's in there, I'll get her out. Thank you, Commander. Thank you. Stay bunkered down until I find out what the Geth are after. Of course. And please remember, if you... I was hoping you'd have a moment to speak with me. I've got a bit of a problem. What do you need? I need to retrieve some data. It's not a big job, but it pays well. Sounds easy enough. What's the catch? No catch, really. It's dangerous work, but not for someone like you. Why do people always assume we enjoy putting ourselves in harm's way? It's not that bad, really. All you need to do is find my console at Exogeny headquarters and drop the data onto this OSD. It's that simple. I'll look around if I get the chance. I appreciate it. That data could be worth a lot of money. Of course, this all depends on getting out of here alive. Tell me about the data I'm getting for you. Plans for a few prototype mods? I'm a freelancer. Some of my mods are highly sought after. Внештатный разработчик. Why work in the middle of nowhere if your skills are so useful? Maybe I've got a bit of the frontier spirit in me. That, and the alternative is a bit too secure for my liking. Freelancers don't have to worry about security as much, so long as we keep a low profile. Do you have any idea what the Geth were looking for? That's for smarter men than me to figure out. I have no idea what anyone would want with this ruin. Time to get moving. Just keep in mind what I said. I hope you can get us out of this mess. Наверное, хорошо, что я и вторую, третью часть только 2 часа проходил. То есть там, по сути, только пролог прошел и все. Как раз свежие впечатления какие-то будут. Просто первый Массач из того, что я его проходил 2,5 раза. Как-то, ну не знаю, смотришь в основном только на цветовую гамму, на текстурки, интерфейс. Да, стрелять стало несколько приятнее.
Я вспомнил снайперскую винтовку, там вообще... Как у пьяного. Брянское шоссе, лагерь беженцев. О, верхняя станция погрузки. И потом опять на это шоссе катить. Вот сами по себе Mass Effect не такие уж длинные. Там тебе не 50 часов, максимум 30. А первая часть такая, по-моему, вообще самая короткая. Ну, в какой-то степени, да, самая короткая. Если уж совсем по сюжету бежать, там, по-моему, вообще часов 20. Приколюхи-то я собирать не буду. Не пойму, что за приколы? Это они так весело поправили, что я теперь это... застрял в текстурах. Вы серьезно? А, во. Все. Я уж думал загружаться. Но игра решила жалиться надо мной. Так. Здесь ничего. Надо БТР тащить. Так как его притащишь? В принципе, как-то можно проехать. Не помню как. Там, по-моему, глыбы мусора. На въезде. Вообще, Феррес не очень люблю. Во-первых, по цветовой гамме там было еще темнее. Во-вторых, квесты с какими-то поездками постоянно туда-сюда. Несколько напрягает. Сейчас эту всю мусорку проезжать. Может, как-то удастся сейчас бочком заехать. Во. Чтоб было попроще. Ой. Что-то кислорода не хватает. Это я вовремя так на танк напоролся. Да, все, experience приехал. 13 уровень только.
Снижает получаемый урон, увеличивает прочность. Ах. Вот это мы точно окачиваем. Обаяние тоже. Так, что с Рексом? Рексу мы тут дробовики качали. Ну, в принципе, тебе может биотику это самое качать как-нибудь. Зараз нужно электроник докачать до максимума. You owe us for this. The Skyway is crawling with Geth. Package is secured. We're leaving now. Что тут прячьте? Взяли парочку улучшений. Ух, как полезно. Wait! Shut down the comm! We've got incoming Geth! Damn it! Shut down the comm! Ну, Джиггернаут это серьезно, ребята. Они прям ракетчики жуткие. Что это был за звук? Не, очень легко шоссе проходится. Я просто помню, как его каждый раз тут проходил. Вообще жуть. Но, по крайней мере, было по ощущениям тяжелее. The Geth certainly don't waste time moving in. What are they up to? There's no point to this unless they're looking for something. Гет сапер. Это забавные вариации гетов. Блин, что это было? Там кто-то что, с ракетницы шмальнул. Блин, а откуда же мы теперь будем это... Сейчас стартовать? Блин, вот вы прикалываетесь. Там сейчас опять вниз за мапкой, потом ехать. Палки. Вот систему сейвов я тут обожаю. Десять минут моей жизни. Легендарная система сохранения, ничего не скажешь. Так. Благо, я знаю, куда ехать. В принципе. Надо где-нибудь перед входом в это шоссе.
Да, кстати, а мы квестики-то взяли. Нет, конечно, мы не взяли квесты. Тьфу. Опять диалоги прокручивать. Commander, what can I do for you? Stay bunkered нет. down until I find Of him. course. And please Слава remember, if you see богу. my daughter, Так, все, погнали. Опять надо прокачиваться. Что поделать? Ну, вообще барьеры тебе надо будет прокачать. You owe us for this. The Skyway is crawling with Geth. Package is secured. We're leaving now. Вроде все то же самое. Сейчас, конечно, катать. Wait! Shut down the comm! We've got incoming Geth! Damn it! Shut down the comm! The Geth certainly don't waste time moving in. What are they up to? There's no point to this unless they're looking for something. Все. Быстрый сейф есть.
Ой, Рекс. Ну чё он застрял? Ну высовывай свою головушку. Слушай мне. Угу. Что тут совсем безлюдно. Может быть, кстати, они побольше бы деталей в локации бы запихнули, а то сыть на эту гору мусора. Какая-то ересь. Там ящики бы какие-нибудь еще добавили. Enemy contact. Где? Активная ткань 5, ядерная граната 5. О, ядерная граната 5, это прикольно было бы. Нифига себе. Сколько вас тут? Гранатомет. 40 токсичного урона. Here it comes. Shields down. Больно ж. Good as new. Поварчик просто открывался. Так. Вроде все. Еще где-то дверь была. Вот она. We can't scratch this field. We need another way in. This looks like a one-way drop, Commander. Спуститься, говоришь? Time to clean this place out.
Не, видел, конечно. Парочку приколюх. Ну, тут все заперто. А, вот здесь. Damn it! I'm so sorry. I thought you were Geth, or one of those Varen. Ты что здесь забыла? You're safe now. But why were you here in the first place? It's my own fault. Everyone else was running, and I stayed to back up data. А, Next thing I knew, the Geth ship latched on, дочка and это the power ее. went out. I was trapped. I tried to get out, but the way was blocked. We'll get you out as soon as we find out what the Geth are after. It's not the Geth, it's the energy field they put up. They don't want anyone else getting access to the... I'm here for the Geth. It's very important I find out what they're after. I don't know for certain, but I'm guessing they're here for the Thorian. What's a Thorian? It's an indigenous life form. Exogeny was studying it. What else can you tell me? Do you know where I can find this Thorian? I might be able to, but not with those Geth crawling around everywhere. Look, we need to get out of here, past that field. Do you know how we can shut it down? No, not exactly. But I think the Geth ship is powering it. I've noticed the Geth laying power cables everywhere. You could follow those cables, but there's Geth all over the place. Alright. I'll look into it. Stay put until the field is down. Yeah, you don't have to tell me twice. I'll just find a small hole to hide in until the field is down. Oh, here, take my ID. This should get you past any locked doors. Good luck with that field. Charging up. Звуки у варнов это мое уважение прям. Такие громкие на фоне всего остального. Ну, здесь явно ничего нет. Stupid machine! Access encrypted files! No, I don't want to review protocol. I am unable to comply. Please contact your supervisor. Damn it! Tell me what I want or I'll blast your virtual ass into actual dust! Please contact your supervisor for a level 4 security exemption, or make an appointment with... Stupid machine! If there is nothing else, please step aside. There is a queue forming behind you for the use of this console. Образовалась очередь. Как он нас спалил-то. И не засейвишься. Exogeny А вот все Corporation уж. reminds all staff that the discharging of weapons while on company property is strictly forbidden. Welcome back, Research Assistant Elizabeth Bainham. What can I do for you?
What information was the last user attempting to access? Fetching data. The previous user was attempting to access details on the study of subject species 37, the Thorian. Tell me everything you told the Krogan. I was unable to provide the previous user with any relevant data. Aside from lacking proper access, there has been no new data available on А я ж только что зацелился. All sensors monitoring the observation post at Zoo's Hope have been inactive for several Получается, он очередь освободил. Так. What does Zoo's Hope have to do with the Thorian? Species 37 is located within the substructure of the Zoo's Hope outpost. Tell me everything you know about the Thorian. The Thorian is a simple plant life form that exhibits a sentient behavior uncommon with other flora. Through dispersion and the eventual inhalation of spores, it can affect and control other organisms, including humans. The Zoo's Hope control group has yielded interesting results. Before sensors went offline, almost 85% of all test subjects were infected. Are you saying ExoGeni knew its people were getting infected? It was deemed necessary to assess the true potential of Species 37. That's why they were acting so strange. You should contact Joker. Joker! Come in, Joker. Damn it! That field's blocking us. We've got to drop that shield and get back to the outpost. 3G не ловит. BI, what can you tell me about the Geth ship and the field it's generating? I have limited data on the Geth. They have effectively blocked all sensors within the facility. I have detected unusual power fluctuations, but am unable to determine the source. Стоял тут Кроган, пытался получить инфу. Ему этот помощник говорит: за вами очередь. Он такой развернулся, давай стрелять. Мол, мне пофигу, что вы тут с 12:00 записаны. Я тут целый день сижу. Ну, в общем, как в поликлинике. Кстати, неплохие бы разборки получились. What do you know about the Geth? I have no specifics on the Geth as they relate to this facility. All sensors have been purposely decommissioned since their arrival. I want to know about ExoGeni Corporation. ExoGeni Corporation is at the forefront of human expansion in the new galactic economy, funding colonial development and securing resource rights to ensure our progress as a species. Further inquiries regarding company policy may be directed to Consumer Information Services during regular business hours. Who's in charge here? Who organized the research? All decisions about local resource analysis and acquisition are made by on-site management, deferring to the board of directors only when seasonal quotas are missed or exceeded. Individual employee records are confidential. Tell me about the Thorian. Species 37 was discovered several weeks ago when a small team was infected with spores while examining ruins near the Zoo's Hope outpost. The outpost was quarantined immediately, and study of the infection began. Within 21 days, 58% of colonists exhibited altered behavior. Within 28 days, 85%. What's the size of this thing? The Thorian appears to be a diffused creature. Its cognitive abilities are centered in large nerve bundles, but it receives data from kilometers of meandering tendrils. We have discovered bundles approximately 1 meter in diameter, but these seem insufficient to coordinate the massive sensory potential it possesses. It may simply process such stimulation slowly, or perhaps there is a nerve cluster of a greater magnitude we have not yet encountered. Is it intelligent? Can I reason with it? The Thorian does not exhibit the focused behavior of a predator. The release of spores is an act of survival, not aggression. It does trigger advanced behaviors in the humans it enslaves, but we have yet to discover whether it recognizes or is capable of recognizing humans as more than tools. It is sufficiently alien as to defy classification at this time. Do you know how the creature controls its slaves?
The will subversion manifests as intense pain if directives are ignored. The effect is severe enough that subjects are soon conditioned against even minor thoughts of rebellion. Observation suggests the Thorian views its thralls in a utilitarian way. Care is apparently taken to avoid injuring them, much as a craftsman avoids damaging his tools. As long as no action is taken against the creature's objectives, the subjects are free to pantomime a normal existence until specifically tasked with something. Да. Where's the center of this Вот thing? этот вот мужик. The Thorian is present as a weave of tendrils across much of the lower surface of Pharos. Observation of enslaved subjects suggests there may be key clusters that are tended by thralls. Unfortunately, direct observation of species 37 is limited, or non-existent. Вот тот мужик, которого постоянно колбасило в этих переходах. Прям такое бережное отношение. That's enough for now. Going to standby mode. Вот еще одна причина, почему мне Феррис не нравится. Блин, это однотипные локации до ужаса. Идешь, там бетонные коридоры, здесь бетонные коридоры. Hostile contact! Оп. Конечно, ты много так чего увидишь. Looks like they're using these claws to anchor that ship to the side of the building. The Geth don't waste much finessing their landings. How do we cut the power if it's coming from the ship? We need a way to give it a kick. Let's check the other claws. Damn things can't be perfect. Давай проверим другие опоры. Здесь ничего. This place seems almost peaceful. Do you think the Geth were using this room as some kind of religious temple? Whatever. I ain't here to learn their customs. Не, ну, допустим, касательно протеанских построек из первой части. Я помню, там, по-моему, после этих двух сюжетных миссий еще одна, где мы натыкаемся на протеанина и на Мака ездим там вперед по какому-то длинному тоннелю. И там в конце вроде такое, ну, неплохое по виду здание. Не знаю, мне Феррис как-то вот и в первый раз, когда я проходил, мне не нравился, и сейчас, когда ремастерят. Но единственное, что мне вот здесь нравится, это сделали его поярче. Потому что в оригинале это вообще была темень такая, что не видно ни черта. Дробовик торнадо, дробовик ураган. Я так счастлив, я так рад, но у меня никто дробовиками не пользуется. Вот так беда, да? Протеанская архитектура. Не знаю, мне в первой части там все протеанским казалось почти. Потом эти циклы. Ну, конечно, народ... Блин, громко сейчас. Народу, правда, сейчас со светофора вынесло.
Классно, они тебе тпшатся. А, там еще этот ползучий черт был. Снайпер. Не знаю, гетов тут убивать одно удовольствие. Валится так картонно. Вот на астероиде-то геморрой был. Да здесь прям вообще, на Луне еще геморрой есть. Вот Луну я не знаю. Ну хотя там, в принципе, и на уровнях сложности повыше с одной ракеты выносили. А там их штук 5-6. Сингулярность нужно вкачанная. Значит, нам будет совсем плохо. Так. И куда нам? Сложные зашифровки средние. О, легкая броня у турианца, исследователь. Спасибо, спасибо. Турианцу хоть броню дали. И ни одной снайперки. Дробовики. Да это я помню. Я просто помню, какой там геморрой с этими... с ракетными дронами. Ну, по крайней мере, когда я играл, мне это прям доставляло неприятности. Там их в проходе скопится штук 5-6, и все они выпускают по ракете, а ты... даже сообразить нифига не можешь. Может, сейчас будет просто попроще. Это я с астероида решил как-то облегчить себе жизнь немножко. Ну, хотя в плане баланса, вот легендарное здание, оно, ну, касательно первой части, несколько попроще. Если брать оригинал, там, по-моему, вообще в плане сложности шуть. Ну, там еще надо было игру 2 раза пройти, насколько я помню. Чтобы безумие самое открыть. А тут вроде и так можно. Ну, да. Как моя дежурная фраза при игре, например, в Европу Универсалис, рестарт. Не, ну... Одно дело, когда сложность вот хороша, когда ты понимаешь, что вот есть вызов, но ты его можешь преодолеть. А другое дело, когда ты только резаешься, и в тебя сразу летит 5 ракет, ты ничего, это самое. Не успеваешь сообразить, и в итоге улетаешь. Ну, вот это немножко нечестно. Когда вот нет времени вообще на реакцию. Или когда у тебя перц застревает, вот я тут это самое... Давича бегал по этому самому, по туннелю, там 2 Крогана. Умер Шепард такой в стенку уперся и давай там бежать. А Кроган такой позади меня стоит. Ну, хорошо, что мы как 2 одиночества тоже пока соображали еще прожать. Он так вежливо решил подождать. Ой, давай-ка сингулярность. Я все понимаю. Ага, вот тебе сингулярность, да? Shutting them down. Shields down. Вот тоже прикол. У него сейчас был пол хп. И что-то вообще непонятно, что это было. Он даже регенить не начал. Он просто такой стоит.
Не, ну раньше как было в оригинале, тебе, по-моему, только низкий и средний. Проходишь, там тебе высокий открывается. Еще проходишь, там тебе безумие. Блин. Опять этот ужас проходить. Блин, система сейвов иногда вообще дубу дает. Пока засейвишься, пока игра сообразит, что вообще можно сохраниться или нельзя. Сейчас вот опять идти мне наверх. Открывать этот ящик. И вообще, что-то сингулярность тут не работает. О, и встал. А может вот так? Да, на них вообще сингулярка не работает, походу. Так, ну этого надо будет вперед протолкнуть. Ну хоть попал по нему. Угу. Ну там сама стрельба-то в оригинале-то не из легких тоже была. Там у того же разведчика шатало. Прицел как не у как у фиг пойми кого. Казалось бы, Шепард, прошедший офигенную военную подготовку, стамины имеет вообще до жути мало. Плюс еще оружием пользоваться толком не умеет. Хотя бы не на уровне алкоголика с адской тряской прицела. Н7 чё? Классный уровень подготовки. А, теперь здесь человеческая броня. Правда, он не всегда рандомит. Метаинтерфейс. Давай щиты запихнем. Какой я теперь красавец. Так. Ай-яй-яй. Так. Куда мы шли?
Так, здесь снизу ничего. По-моему, сюда. Не, ну это понятно, но в лор немножко не вписывается. Понимаешь, я на руках военный специалист, который прошел хотя бы базовую военную подготовку. А он ни с одной пушкой практически не умеет. Но у меня сейчас пистолет вообще не вкачан. Казалось бы. Только биотикой играюсь. Штурмовая винтовка Хышник. Хышник. Так, Хышники. Так, ну вроде мы тут данные взяли. Ты что хочешь. Да, все. Я вторую и третью я проходил каждый, ну, скажем так, во второй части я там проходил пролог, когда его это самое якобы пересобрали, прошел, они улетают на звездолете, и дальше вот не проходил я. В третьей части я там, по-моему, дальше Земли, нет, высадку на Марс помню. Правда, не полностью. Я помню, там прошел пару коридоров и все тоже. Что в этот раз я как бы всю трилогию планирую осилить. Ну, первая часть для меня не особо интересна. А вот не знаю. Получается, во второй части можно будет и класс поменять. Ну, ради прикола. Так, не знаю. Ну, вообще, я люблю за биотику играть. За солдата поиграл, но за солдата чистый шутан. Я помню, за инженера играл. Но мне такие мультиклассы, они не особо нравятся. Типа инженера, разведчика. Кто у них там еще? Ну, инженер это имеется в виду тот, который там и техническими данными владеет. И, по-моему, с дробовиком штурмовик его, что ли, называют. Вот. Так что у меня на выбор либо биотика, либо солдат, либо этот. Ну, солдат для меня скучно. Бегаешь, играешь шутанчик. О, помойка. Туда нам надо. Окрестности Гзагения. Ну. Хотя, может быть, мы там что-то пропустили еще. Да, за солдата банально я вот поэтому тоже такой. Я вот за него играл первую часть. Вот он мне как-то не особо. За инженера, ну инженер, ну, не знаю, он, по-моему, слишком ситуативен. Да, дешифровка это круто, но кого-нибудь с дешифровкой тоже возьми, чтобы ящики вскрывать и все. Тем более, по-моему, в следующих частях их особо не привязывали. Что-то вот вообще не вижу. Насчет биотика, да, сказали, что ему во второй, третьей части там способности немножко
А к третьей части такого вообще вроде неплохо так подбафали. Опять надо смотреть. Я насколько помню, там в дереве прокачки как минимум 3 полоски точно отсутствует. Опа. Это как я сюда попал? А. Я открыл ящик, но пошел обратно. Понятно. Снайперы, блин. О, снайперы тут самые бесячие. Дроны. Я, кстати, в первой части дронов что-то не припомню. Может, их во второй, третьей добавили? В первой части он что-то вообще скучный был. Или может я как-то плохо помню. Ну, вот я говорю, в первой части инженер с биотиком. Ну как, ну биотик еще более-менее. Солдат банально. Азынжан, ну, кроме как ломать этих, ну, блин, можно с собой Гарусу взять. На такие случаи. Либо Тали. Музон пошел. Так, что-то мне сохраниться не дашь. Конечно, ты мне не дашь засейвиться. Ну что, мне надо из комнаты, что ли, выйти? Какие сивы? Вы о чем вообще? Ну ладно, у меня тут максимум. Давайте подлечим товарища. Так. Шуруй. Да, вот система отдачи приказов, по крайней мере в первой части, это какой-то трэш. Я им сказал, куда идти, они, блин, до сих пор стоят. Защиты, спасибо. Показать. Да.
Сейчас будем показывать цыганские фокусы. Вот видишь, смотри. Эть. Ну, показал я... А, Гарус уже слег. А где он, кстати? Гарус где-то лежит. О, наконец-то. Проснулся. Все. Наконец-то. Угу. Поторопился. О, снайперская винтовка Мститель. Наконец-то мы хоть какие-то обновки дадим Гарусу, а то что-то вообще как-то оно ну не очень. Хотя точность вроде оно и поприкольнее, но все равно точность ниже у него. Нафиг ей новый уровень. Если даже нагинаты на 2 порядка круче. Блин, я уже забыл, как такое ломать уже. Благо тут можно вообще играться с этим сколько хочешь. Блин, я вот на 3-м зависаю. Не знаю, вот как-то машинально. У Нигели есть вообще, чтоб не париться, но... Лучше найти где посвободней. Как-то вот так. Ай. Ладно себе. Что вообще расклеился? Тут прям уже по Церберу приколы пошли.
Да, 4 из них. Угу. Тоже перебор. Вот так. Давай, тебе тоже. Там, кстати, уровень был. Вжух. И упала. The fields will be down. We can go deal with this Thorian creature now. This was my kind of mission. Kill a bunch of Geth and end things off with a huge crash. Keep your guard up. There still might be a few Geth inside the base. I repeat, Normandy to shore party. Are you reading? Anyone there? Normandy to shore party. Come on, Commander. Talk to me. Is that you, Joker? What's going on over there? We're in lockdown here, Commander. Something happened to the colonists. They're banging on the hull, trying to claw their way inside the ship. They're freaking out. They can't do any real damage. We're on our way back. Just hold your position. Yeah, okay. Well, we'll just wait right here for you, Commander. This place will be crawling with Geth in a minute. Keep together and we'll get out of here in one piece. Уходим одной командой. Ебать. Господи Иисусе. Так, сингулярку надо будет вкачать. Подъем тоже надо будет вкачать. Вообще, по барьеру было бы неплохо пройтись. Но это потом. Шифровка. Так. Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. Здесь уже все. И сейчас надо из штаба валить. Кстати, там поле было отключено. There you are. We should get out of here. I don't think this place is safe. I need some answers. You knew more about the Thorian than you let on.
I was afraid. I wanted to stop the tests, but they threatened me. Told me I'd be next. When the Geth attacked, I stayed behind to send a message to Colonial Affairs. I tried to tell them where to find the Thorian, but the power cut before I could send the message. I never meant for this to happen. You did what you could. I'll help them, if you can tell me where to find the Thorian. The Thorian is underneath Zoo's Hope, but the entrance is blocked. The colonists covered it with the freighter just before the Geth attacked. But why are the Geth after the Thorian? What could Saren want with it? Well, it does have unique mind control capabilities. That's what Exogeny was interested in. Normandy to shore party, come in. What is it, Joker? We're getting a lot of Geth comm chatter. Looks like they're headed your way. Thanks for the heads up, Joker. You heard the man. Let's move out. I'm coming with you. I might be able to help. Undo the mess I helped create. Конечно, мы тебя тут одну оставим, ну... Вообще... Какие вопросы-то? Прям выбор у нее большой. Так, надо на шоссе выйти. Садимся в наш пылесос. И погнали. Не буду я здесь минералы искать. Прочую муру. Если только мне деньги не понадобятся. Нифига тут летит. Нет, надо подождать. Это вообще какая-то дичь. Там ракет. Мое уважение. Не понял. Они где-то за мной, что ли, были? Или подо мной? Is there anybody? Is there anyone picking this up? Get away from that radio! What was that all about? This is Juliana Bainham of Pharaoh's Colony. Please, help us. That's my mom! Stop! Stop the rover! Не, ну, мадам, куда ты без оружки сразу поперлась? You can't do this, Jong. Everyone shut up! Let me think. What's going on? You won't get away with this. Get her out of here! Get away from her, you son of a bitch! Lisbeth! Damn it! Come out where I can see you! All of you! Shepard, damn it. I knew it was too much to hope the Geth would kill you. I found some interesting facts about you in the Exogeny database. I know what happened on Akuz. This doesn't have to end like that. We can talk this out.
Nobody needs to get hurt. You don't understand. It's not that easy. Communications are back up. Exogeny wants this place purged. This is a human colony, Jong. You can't just repurpose us. It's not just you. There's something here far more valuable than a few colonists. You're after the one unique thing Pharos has, the Thorian. The what? It's a telepathic life form living under Zoo's hope. It's taking control of the colonists there. Exogeny knew all along. You won't get away with this, Jong. So you keep saying, but nobody's gonna miss a few colonists. Блин. I won't let you hurt these people anymore. Drop your weapon, or be prepared to use it. Мне очков героизма не хватает. Heck, come on, come on! Какой As if экшон. we don't have enough problems. Now we're shooting each other in the back. It's my fault. I knew what was going on and I didn't do anything. Don't you start. You do good work, and you know it. So what now, Commander? I'll deal with the Thorian, then make sure you're safe. The colonists won't let you near the Thorian. They die first. They're under its control. Вообще, я на Феррес, когда вот проходил, попадал как бы одним из последних мест. Поэтому мне в этот раз очков не хватило. What else am I supposed to do? There's gotta be another way. I think there is. You could safely use a nerve agent to neutralize the colonists. Like a gas grenade. Releasing clouds of nerve gas doesn't seem like a particularly good idea. It's not like it's weapons grade. The insecticide we use in the grow labs contains trace amounts of tetraclopine, a neuromuscular degenerator. If their nervous systems are already weakened, it may act as a paralyzing agent. If we must consider it, drop it in a concussion grenade. Sounds good. I'll do what I can. Excellent. Thank you so much, Commander. We'll stay out of your way until you... Так. Гранате надо будет заюзать. You clear a path. Good luck. Any luck finding my workstation out in the ruins? I managed to find the data and transfer it to your OSD. That's very good news indeed, thank you. I was there anyway. It was the least I could do. Well, I appreciate it. Here, you've certainly earned this. Thanks again, Commander. Теперь чё? Please try to avoid hurting the colonists. Use the nerve agent I gave you, if you can. Поехали спасать колонистов. С пушками наперевес. Застревают они так же филигранно.
Господи. Развернись ты. What was that creature? It certainly wasn't human. No hitting the colonists, even if the Thorian makes them fire on us. That's what the gas grenades are for. Very well, Commander. Let's go. Eat this! I'm bleeding out! All patched up. Еще отрава дофига. Now I'm ready. Eat this! Грен бы добавили. А то с тремя гренами такое себе дело. Look out! I'm on my way. Bring it on. Вообще интересно. Incoming! Ой. Ну где мне сейчас патроны доставать? Снаряды, может быть, наверху есть. Давайте наверху чуть посмотрим.
А то грустно. Гранат не хватает. А выжить как-то надо. О. Это вовремя я сюда зашел. Хотя бы еще одна гранатка будет. Я даже не знал, что там что-то есть. Да, в этот раз надо грены сейчас расходовать поосторожней. Иначе колонистов может не хватить. У меня всего 3 гранаты осталось. Тут ничего. Так, теперь надо будет уже прицеливаться. Кладу. Угу. Eat this! Incoming! Одна грена осталась. Твою, у меня нет больше гранат. They're definitely protecting the ship, Commander. We've got to move one of those cargo blocks. Подстава. Я еще промазал.
Где-то можно будет еще создать. Не-а. Lost shields. I will destroy you! Может, кстати, с них можно еще гранат полутать. Пусть наверх заходит. Lost shields. Shepard's been hit. Кстати, а если их просто оглушу, что будет? Типа как в рукопашку. Брат, надо идти. Нет, тут уже были. Вот это вот шоссе. Ну давай, заходи.
They're definitely protecting the ship, Commander. We've got to move one of those cargo blocks. А, можно их в рукопашку выдолбить. Чудесно. Просто восхитительно. Так, броски есть, сингулярность докачиваем. Барьер был бы хорошо. Бросок тоже нужен. О-хо-хо, 5 гранат. Так, еще тут парочка человек лежит. Сколько у нас еще? 2 штуки. There's the crane, Commander. Can you make sense of the controls? Ладно тебе. Получается, не всех их так можно выбить. Я-то уж думал, я нашел золотую жилу. I tried to fight it, but it gets in your head. You can't imagine the pain. I was supposed to be their leader. These people trusted me. It wants me to stop you, but I won't. I won't! Могли бы в него просто гранаты закинуть. I can't believe the colony held out as long as it did. Жесть. Одного все-таки, наверное, запинали. Не знаю. Как-то оно получилось не очень малость. Отступник 2, герой 30. Ну, бывает. Господи. 2 единички отступника. Могли бы всех спасти, но не знаю. Чё тут некоторые из них оглушаются, а вот некоторые прям не знаю. All right, we just need to find this creature and determine what it... This was not covered by my training manuals. That does not look like any plant I've ever seen. This may be problematic.
Invaders, your every step is a transgression. 1,000 feelers appraise you as meat, good only to dig or decompose. I speak for the old growth as I did for Saren. You are within and before the Thorian. It commands that you be in awe. You gave something to Saren. Something I need. Saren sought knowledge of those who are gone. The old growth listened to flesh for the first time in the long cycle. Trades were made. Then cold ones began killing the flesh that would tend the next cycle. Flesh fairly given. The old growth sees the air you push as lies. It will listen no more. I won't let you keep your thralls. Release them, now! No more will the Thorian listen to those that scurry. Your lives are short, but have gone on too long. Your blood will feed the ground in a new growth. Вовремя. Блин, сзади. Ой. Где последний сейф-то был? Вроде как успели сохраниться, когда внизу были. Your blood will feed the ground in a new growth. Command. There's some kind of growth here that's definitely different. Оно злиться I будет. can tell. A few more of those and it's in trouble. Еще пару узлов в этой штуке хана. Нам, скорее всего, будет хана, если мы не сообразим. Ладно, с Азари-то еще можно как-то совладать. Сингулярность.
Все разлетелись. Твою ж... Все. Вроде все. Там 3 нароста было. Тут вроде все. Куда целиться-то? Я там один. Много их тут.
Там еще отростки, что ли? Еще один полетел вниз. Еще Азари осталось. That thing has to drop soon. A few more, I think. Ну, вроде все. Чтобы мы где-то еще, что ли, одно пропустили? А, вниз надо зайти. Как же вас тут дофига? Блин. Вот это мы сейчас влетели. Сейчас опять заново надо будет пробивать его. Или же нет? Это шкаф. Точно. Сейчас будет очень долгие покатушки. Ладно. Он через стену пробил, вообще молодец. Сейчас бегать, конечно. С этой ересью.
Че этих положили? Больно. Еще попадал бы ты. Так, ладно. Сейчас надо будет всех воскресить. Нормально. Лучше пробивать ее после. Чё ты прилип? Так. Блин, этот еще сзади подошел. Не, надо все-таки потихоньку пробивать. Потому что уничтожаешь тамошнюю клешню, еще пачка бежит. Сейчас вот ждем. Еще пачка должна прибежать.
Так прикол в том, что они вот... Их на локации много. Если их всех сагрить, то будет жесть, конечно. Все вроде. Окей. Вот теперь ждем. Сингулярность есть. Здесь окей. The thing has to drop soon. A few more, I think. Сейчас еще прийти должны. Странно, никого не вижу. А чё так бесшумно-то?
Еще прибежал. Смотрите, экспа немножко это самое. Мы раньше за них 70 получали. Сейчас чутка побольше. Здесь все. Еще немножко, еще чуть-чуть. Сингулярности нет. Придется деформацию юзать. Все, минус Азари. Жуть. I'm free. I suppose I should thank you for releasing me. Is everything all right? Are you hurt? I am fine, or I will be, in time. My name is Shiala. I served Matriarch Benezia. When she allied herself with Saren, so did I. Benezia foresaw the influence Saren would have. She joined him to guide him down a gentler path. But Saren is compelling. Benezia lost her way. Are you saying Saren can control minds? Benezia underestimated Saren, as I did. We came to believe in his cause and his goals. The strength of his influence is troubling. She tried to manipulate Saren, but in the end, her plan backfired. Asari matriarchs are among the most intelligent and powerful beings in the galaxy. How could one fall under Saren's control? Saren has a vessel, an enormous warship unlike anything I've ever seen. He calls it Sovereign.
It can dominate the minds of his followers. They become indoctrinated to Saren's will. The process is subtle. It can take days, weeks, but in the end, it is absolute. I was a willing slave when Saren brought me to this world. He needed my biotics to communicate with the Thorian, to learn its secrets. Saren offered me in trade. I was sacrificed to secure an alliance between Saren and the Thorian. Ужасно. Saren's pretty quick to betray his own people. He was quick to betray the Thorian, too. After he had what he wanted, he ordered the Geth to destroy all evidence of its existence. Saren knows you are searching for the conduit. He knows you are following his steps. He attacked the Thorian so you could not gain the cipher. What's the cipher? And why did Saren need it? The beacon on Eden Prime gave you visions. But the visions are unclear, confusing. They were meant for a Prothean mind. To truly comprehend them, you must think like a Prothean. You must understand their culture, their history, their very existence. The Thorian was here long before the Protheans built this city. It watched and studied them. When they died, it consumed them. They became a part of it. So the Thorian taught Saren to think like a Prothean. How? The cipher is the very essence of being a Prothean. It cannot be described or explained. It would be like describing color to a creature without eyes. To understand, you must have access to endemic ancestral memory, a viewpoint spanning thousands of Prothean generations. I sensed this ancestral memory, the cipher, when I melded with the Thorian. Our identities merged, our minds intertwined. Such knowledge cannot be taught. It simply exists. I need that knowledge to stop Saren. There is a way. I can transfer the knowledge from my mind to yours, as I did with Saren. Try to relax, Commander. Slow, deep breaths. Let go of your physical shell. Reach out to grasp the threads that bind us, one to another. Every action sends ripples across the galaxy. Every idea must touch another mind to live. Each emotion must mark another's spirit. We are all connected. Every living being united in a single glorious existence. Open yourself to the universe, Commander. Embrace eternity. I have given you the cipher, just as it was given to Saren. The ancestral memories of the Protheans are part of you now. Are you all right? What just happened? I saw something. It still didn't make any sense. You have been given a great gift. The experience of an entire people. It will take time for your mind to process this information. We should get you back to the ship, Commander. Medical needs to know about this. I'm sorry if you have suffered, but there was no other way. You needed the cipher. In time, it will help you understand the vision from the beacon. Tell me more about this ship Saren has. Sovereign is alien. I do not know how it was built or where it comes from. Its design does not match that of any known spacefaring species. It dwarfs any vessel in the Citadel or Alliance fleets. Its weapons are devastating, its defenses virtually impenetrable. With it, Saren believes he is unstoppable. You said Saren uses it to manipulate his followers. The indoctrination. There is an energy about Sovereign. You feel drawn to the ship. It makes Saren's arguments more persuasive, more compelling. Spend enough time in Sovereign's presence and you will lose yourself. There is no other way to explain it.
I want to know more about Benezia. Benezia was greatly respected among our people. A powerful biotic, even for an Asari. She was widely known as a teacher of philosophy and religion. She always sought the paths of peace and harmony. She joined with Saren because she hoped to turn him away from his path of destruction. Instead, she became one of his most powerful allies. As I mentioned before, Matriarch Benezia underestimated Saren. Be sure you do not make the same mistake. What else can you tell me about Saren? There is little I could tell you that you do not already know. He's powerful, he's charismatic, and he is dangerous. Once I followed him, blind to his true nature. But now I see he's leading the galaxy into an age of darkness and suffering. Is there anything else you can tell me about the Thorian? When the creature enveloped me, I became part of it, but I still don't truly understand it. So alien, so ancient. Its exact age is impossible to know. It measured time differently. 10,000 years of hibernation broken by a few frantic centuries of activity. Its mind was awesome, magnificent. It transcended all classification. And now it is gone. Don't tell me you feel sorry for that thing. The Thorian was a unique life form. A sentient being that lived for 50,000 years, maybe more. There is nothing even remotely like it in the known galaxy. I am grateful you saved me from a life of thraldom. Yet I cannot help but feel some sorrow for the loss of such a rare and remarkable creature. I want to know more about you. There is nothing remarkable about me. I was merely one of Matriarch Benezia's disciples. For nearly 2 centuries I followed her, learning at her feet. When Benezia revealed her plan to join Saren, she gave her disciples a choice. Only those who were willing had to follow her. Many felt her plan was too dangerous, but I believed in her. I thought she could turn Saren away from his insanity. Instead, we joined him in it. Now that you're free of the Thorian, what are you planning to do next? If you allow it, I would like to stay here with the colonists. They have suffered greatly, and I played a role in their suffering. I would like to make amends. The colonists will need all the help they can get. They'll be happy to have you on their side. Thank you, Commander. May fortune smile upon you. You did it. With the Thorian gone, we can start rebuilding for ourselves again. And we're free of Exogeni's threats. We're back to being just a little nowhere colony. Thank you, Commander. You saved most of the infected. It'll take time to recover from the physical effects, but they'll be all right. Thank you. Что, на Нормандия? I can't believe the colony held out as long as it did. Hopefully everyone leaves us alone for a while. Oh, thanks again. That data will be very valuable once I get out of here. I will do what I can to assist the colony in this difficult time. I am ashamed of the damage done to the lives of these people. Farewell, Shiala. Farewell, Commander. I wish you well in your hunt. И тогда обратно-то вернуться. I never thought I would be so thrilled to see a soldier. Forgive my previous inaction, but under the Thorian's influence, every thought was examined and filtered. Goodbye. I wish you well in your future efforts. Thank you for everything you did. Thanks, Commander. It's great to be free again. Его еще куда-то отправили.
I'm free. Thank you for everything you tried. Free. I can't believe I'm free. Надо сюда чесать. Раньше как-то можно было. Надо вообще вспомнить. Я помню вот эту местность. Мы, по-моему, даже тут по лестнице поднимались. Причем именно что помню, что мы поднимались. Нет, в туннеле. Была такая прикольная кнопка «Вернуться на Нормандию». Но здесь мы, увы, не сможем. Кстати, может, через аэрошоссе? Можно будет свалить. This place has seen better days. Через аэрошоссе тоже не свалишь. Ой, грустненько. Так, ну давайте наверх попробуем пойти. Наверху тут такое себе. А, стоп. Нам в другую сторону. В другую сторону идти через колонию надо будет. Finally, that damn thing is out of my head. And with the power cells you brought, I can get... Через них можно попробовать пройти. Thank you for freeing us. Тоже, кстати, лестница. Но вот эти вот перебежки, это чокнешься. О, на кораблик. Наконец-то. Stand by, shore party. Decontamination in progress. Мы сейчас, наверное, на Луну полетим.
Decontamination? Commander, you look pale. Are you suffering any ill effects from the cipher? The cipher shook me up a bit. I might be able to help you. I am an expert on the Protheans. If I join my consciousness to yours, maybe we can make some sense of it. Do it. Hurry. We don't have much time. Relax, Commander. Embrace eternity. That was incredible. All this time, all my research, yet I never dreamed. I am sorry. The images were so vivid. I never imagined the experience would be so intense. You are remarkably strong-willed, Commander. What you have been through, what you have seen, would have destroyed a lesser mind. Come on, get to the point. What did you see? The beacon on Eden Prime must have been badly damaged. Large parts of the vision are missing. The data transferred into the Commander's mind is incomplete. You must have seen something. I was able to interpret the data relayed through your vision, what was there at least, but something was missing. Saren must have the missing information. Maybe he found another beacon. If we can find the missing data from your vision, I can... I am sorry. The joining is exhausting. I should go to the medical bay and lie down for a moment. Dr. Chakwas should take a look at you. That will not be necessary. I just need some rest. Somewhere quiet. We're done here. Dismissed. I've sent off the Pharos report, Commander. You want me to patch you through to the Council? Patch him through, Joker. Setting up the link now, Commander. Commander, ExoGenny should have told us about the Thorian. It would have made your job much easier. You might have been able to capture it for study instead of destroying it. The Thorian liked to enslave minds. Anyone who studied it would have ended up as one of its thralls. Perhaps it's for the best, then. At least the colony was saved. Of course it was saved. Shepard would go to any lengths to help a human colony. Being human had nothing to do with it. They were in trouble. Admirable. But sometimes Spectres have to make sacrifices. I hope you're willing to do that when the time comes. Goodbye, Commander. We will be waiting for your next report. Да. Можно, конечно, вниз пройтись. Yes, Commander? Carry on, Presley. Yes, sir. Что там можно будет побеседовать с Крогом, с Кроганом или чем-то такое. Я просто не помню, когда там эти квесты сопартийцев появляются. А во второй части еще миссия на лояльность. Commander, good to see you. You've been with CSEC a while. Have you seen much action? Well, not as much as you, but yeah, I've seen some interesting things. I'll bet you have. Anything in particular that stands out? I remember this Solarian geneticist I was sent to investigate. That case was a bit disturbing. What happened? Why were you investigating them? I was tasked with tracking black market trade on the Citadel. Most of it harmless, nothing I needed to pursue. But during the course of my investigation, I noticed an increase in the trade of body parts, organs mostly. We usually get a few of those, but not the numbers I was seeing. We weren't sure if there was a new black market lab or if some freak was harvesting organs from citizens. So what was it? Both, actually. But it took us a while to figure that out. So how did you figure out what was happening? First, we got a hold of a sample and ran DNA tests. The weird thing was, the match led us to a Turian who was still alive and was very convinced he'd never lost his liver.
After a bit of digging, I discovered this Turian worked briefly for Dr. Salion, the geneticist. So I went to his lab hoping to find evidence of cloned organ development, but there was nothing. No Solarian hearts, no Turian livers, not one Krogan testicle. You're kidding, right? Why would anyone want Krogan testicles? Some Krogan believe that testicle transplants can increase their virility, counteract the effects of the genophage. It doesn't work, but that doesn't stop them from buying. They'll pay up to 10,000 credits each. That's 40,000 for a full set. Somebody's making a killing out there. What did you do about the geneticist? I brought in some of his employees for interrogation, to see if I could get them to talk. While I was interviewing one of them, I came across something suspicious. You mean threatened? Was that really necessary? Maybe, maybe not. Either way, it paid off. One of my detainees started bleeding profusely during the interview. We offered to patch him up, and he got frantic, freaked out. I ordered a full exam to find out what was going on. Our medics found incisions all over his body, some of them fresh. That was our big break. These people weren't just Dr. Salion's employees. They were test tubes. Walking, living test tubes. He was growing parts inside these people? Exactly. He cloned their organs right inside their own bodies. Then he harvested them and sold them off. Most of the victims were poor. He'd pay them each a small percentage of the sales, but only if the organs were good. Sometimes an organ wouldn't grow properly, so he'd just leave it in them. Most of them were a mess, but only on the inside, hidden so nobody could see it. I hope he got what he deserved. That's the worst part. We never caught him. Why not? What the hell happened? He ran, blew his lab, grabbed some of his employees, and headed for the nearest space dock. By the time I found out, his ship was already leaving. He threatened to kill his hostages if we tried to stop him. But you went after him anyway, right? I ordered Citadel Defense to shoot him down, but CSEC headquarters countermanded my order. They were worried about the hostages, worried about civilian casualties if the ship was destroyed so close to the Citadel. I told them those hostages were dead anyway. He just used them to make more organs, but they wouldn't listen. Well, you can't get them all. No, but letting him get away like that. All they had to do was disable that ship, stop him from running. Maybe the hostages die, maybe they don't, but at least we stopped the bastard responsible for it all. A few casualties is a small price to pay to stop someone like that. Yeah, exactly. I mean, those hostages might be wishing they'd died by now anyway. Just wish I could have stopped him. That's all. I gotta go. Commander. Плюс XP дали. What do you want, Shepard? Why did you become a mercenary? Lots of reasons. Such as? Such as, I needed to get out of our system. I needed to eat. I needed to survive. Why not stay and help your people? I tried to help. That's why I had to leave. What happened? I was betrayed. I was head of a small tribe. We were trying to restore order after the war, but the other tribes were against us. They followed Jared, one of the few warlords who survived the war with the Turians. But he was old, and so were his ideas. He wanted to continue the war. He wanted us to fight. Turians, Solarians, each other. It didn't matter who, as long as we were fighting. What did you want? I just wanted Jared to shut up, to stop his ranting. I wanted him to stop leading the tribes astray. But he couldn't understand how much things had changed. We didn't have the numbers to go to war. Even if we did, the genophage made sure we couldn't replenish our numbers fast enough. I told them all to forget about war. We needed to focus on breeding, at least for one generation. And for a while, we were getting through. Some of the tribes started coming around. I take it the warlord didn't appreciate that.
No, he didn't. He arranged a crush with the tribes. A meeting on neutral ground. He wanted to talk. We met at the Hollows, near the graves of our ancestors. The skulls of our dead laid bare to remind us where we come from and where we all go. It's as sacred as any Krogan place can be. Violence is forbidden. It sounds like a trap to me. You must have suspected as much. I did. But when your father invites you to a crush, well, there are some laws that even we hold sacred. Jared was your father? He was. Until that day. We talked, but we didn't get anywhere. When it was clear that I wouldn't join him, he gave the signal. His men leapt from the graves of our ancestors like Krogan undead. The few that were loyal to me died quickly. I escaped with my life, but not before I sank my dagger deep into my father's chest. That is why I left, and that's why I'll never go back. So long, Rex. Shepard. Oh, before I go, you said you're serving with Commander Shepard now? We saw him on the news here. He's cute. Later, sis. Tell me you didn't hear that. Your sister, I assume? Until I get home and kill her. That's Sarah, the youngest. Surprised to see you here, sir. Thought you'd be chatting up what's-her-name? Tassoni? Liara. Why would you think that? Scuttlebutt says you got a bit of a thing for her. I could understand why. The crew's off limits with the regs against fraternization. And at least she looks like a woman. You think I'm interested in Liara because she's the only one I'm allowed to date? So you are interested in her. Of course, it could be politics. Alien diplomat's daughter, us under orders to make nice with the bug-eyed monsters. What's up? You didn't come by to eavesdrop on Family Mail. Вот чем мне не нравится Эшли, она прям ксенофоб до мозга костей. Your family seems to be important to you. Yeah, we've always been close. Me and my sisters especially. With Dad on duty so much, I had to help Mom raise them. After helping raise them, your sisters still talk to you? Amazing. Things were tense between Sarah and me for a while. Then we bonded. Sounds like your father wasn't around much. Wasn't your family stationed near him? Dad always wanted to serve in space, but he wanted us to have real ground under our feet. He'd say, space is beautiful, but you can't raise a family there. I cannot rest from travel. I will drink life to the lees. All times I've enjoyed greatly, have suffered greatly, both with those that loved me and alone. For always roaming with a hungry heart, much have I seen and known, cities of men and manners, climates, councils, governments. I didn't know you liked classical literature. Ulysses was my dad's favorite poem. Every time he shipped out, he recorded me reading it. He had a dozen versions when he retired. Does he still like it? I sure hope so. I read it to his grave every time I go home. Dad passed on a few years back. He's probably still watching, though. So behave. You mean from wherever we go after death? Dead on, Skipper. He's with God now. That's not a problem with you, is it? That I believe in God? Everyone has the right to believe what they want. Says so in the Alliance Charter. Only with fancier words. I'm glad you're open-minded about it. I've met a few people who are really weirded out by my faith. Because I work in space, I can't believe in a higher power? Jeez. Hello, have you people looked out the window? How can you look at this galaxy and not believe in something? I should get back to my duties. Didn't mean to take up so much of your time. What's your opinion on the last mission? Gotta admire those colonials. That's about the worst place for a colony I've ever seen.
given the option, I'd get the hell out of Dodge. We'll talk later, Williams. Looking forward to it, Skipper. Шкипер. Ну ты вообще, мадам. Looking for supplies? Let's see what you've got. You bet, Commander. Элитный набор спектра 304 тысячи. Ух. Как дешево-то. Продать весь мусор и что? Шейни брони, экзоскелет. Боевые сканеры, единство. Можно винтовки продать. $36 000. Мы на верном пути. Ну все, надо 4 это продать. У нас есть вообще что выше? Есть. Давайте до 5. Тяжелую броню я не использую. Снайперская винтовка Мститель 6. 304 000. Ну, давайте хотя бы на пистолете сойдемся. Пистолет он вот такой. Пистолет дешевенький. Но надо будет элитный набор спектра купить, снайперку какую-нибудь. Тут есть штурмовая винтовка. Пичок. Ну, давайте продадим что-нибудь и на снайперку. Я думаю, нам хватит. 305 000. Снайперская винтовка. Дадим ее нашему товарищу. Денег у нас, правда, нет ни черта, но... Что поделить. Может быть, еще что-нибудь надыбаем. Там еще немножко. Так, лифт. Потом автоматическое ружье для... автомат для Рекса. Дробовик, не знаю, может ему тоже дать. Пистолет надо для себя купить. Что-то вот прям не очень. Снайперская винтовка. Так, стабилизатор, уменьшение отдачи. Измененные рельсы, боевой сканер. С патронами. 33% урона синтетикам, криопатроны. Хотя бы такие пока возьмем. Ну, смотрите, какая хорошая винтовочка. Можно будет еще потом. Может быть, что-нибудь выдать, но деньги нужны. Нужны денежки. Shepard, I'm glad you're here. Good to see you smiling again, so to speak. I'm sleeping much better now.
I guess I'm getting used to how quiet your ship is. I still think a lot about my pilgrimage, though. I know Steren's our top priority, but with all the worlds we go to, I was hoping to find something to bring back to the flotilla. We've still got a long way to go. You'll find something to take back. Yes, but it cannot just be some derelict ship my people can use for salvage. It has to be more than that. There's a lot expected of me. What's so special about you? It's my father. He's the senior member of the Admiralty Board. He's one of only 5 people who can overrule the decisions of the Conclave for the good of the migrant fleet. My father is responsible for the lives of 17 million people. Our entire race is in his hands, and I'm his only child. So are you some kind of heir to the Quarian throne or something? No, it doesn't work that way. My father's position isn't hereditary. I'll probably never serve on the Admiralty Board myself. Officially, I'm just the same as any other citizen. But it doesn't work that way in practice. People have always treated me differently because of who my father is. It must be tough on you. My people place a high value on family and ancestry. There's an unspoken expectation that I'll live up to my father's example. Everyone's waiting for me to do something great on my pilgrimage, something that will forever change our lives for the better. If I don't, it's like I failed, and that reflects badly on both me and my father. The work you're doing here is more important than anything any Quarian has ever done before. Yes, I know. But you have to understand Quarian culture. We're a very insular society. The events beyond the flotilla don't much matter to the average citizen. Our greatest dream is that one day we'll return to our homeworld and drive out the Geth. But even if we stop Seren, that's not going to happen. There's still millions of Geth behind the veil. Until they're gone, our exile will continue. What would you need to bring back to make everyone happy? Something that would help us better understand the Geth. They've changed significantly since the exile. They've continued to evolve. We've done our best to study them, but it's not easy. They're very reclusive. Until recently, they never went beyond the borders of the Veil. And all the Geth we run into now are under Seren's control. We'd need to find Geth operating on their own, independently. But I don't want this to get in the way of our mission, Shepard. First, we stop Seren. Then I'll worry about my own problems. I should go. See you later. Something I can do for you, Commander. Carry on, Adams. Aye, aye, Commander. Так. 3. Кайден. И в метатсек надо будет еще зайти. Все меньше причин у меня, Эшли, спасать. Вот ей-богу. Вот это вот воинствующая ксенофобия. Hey, Commander, next time we touch down, let's try not to park the ship in a colony of mutant zombies. Just thinking out loud here. I have to go. Alright, see ya. Посреди зомби не садиться, так это ж прикольно. Зато какой хоррор-то получился. Так, погодите. Это не та фигня. Это здесь надо будет заходить. Гайден где-то тут. Anything you need, Commander? Just trying to get a sense of where the crew's at. Thoughts? Well, they know about the stonewalling you've had from the Council. They deserve to know what we're up against. They're on your side. They're pissed about the resistance we're getting, especially from our side.
I'll have a better handle on all of it when my head stops hurting. Another L2 flare-up. Ever thought about going back under the knife? Maybe get an upgrade? No thanks, Commander. One slip and you can't remember your own name. The L2s spike higher anyway. My abilities would drop with pain-free L3s. And it'd be a cold day before I turn myself over to a Canadic subsidiary. I haven't heard anything about Canadics in a while. Yeah, they quietly disappeared. Broke up into a bunch of little corps after they botched the training on Jump Zero. After first contact, Canadics was set up to track Element Zero exposures and develop implants for humans. Once we had an embassy on the Citadel, Canadics could bring in experts instead of taking it slow. I'm sure Canadics did what they thought was best. It wasn't best for us. They brought in an ex-military Turian named Commander Vernus. A real hard-ass. He basically had a free pass to break us if it would turn out a decent biotic. Kind of spiraled from there, Commander. Did he ever face charges for that? He got his, yeah. But like everything else at Jump Zero, it was under the table. The less said, the better. Anyway, this is ancient stuff. I walked it off a long time ago. I should get back to my duties, Commander. We're here to make history, not rehash it. What's your opinion on the last mission? I'm glad there aren't many aliens like the Thorian. I don't think my stomach could take it. One of my cousins has an agribusiness, and I was thinking of calling him. Maybe he can get some shipments into Pharos. I mean, now that they're cut off from the company. What's your opinion on the last mission? I'm glad there aren't... now that they're cut off from the company. We'll talk another time. Так, еще надо будет... О! Как мне в мой личный шкафчик подвалило. Дробовики, пистолеты. Ну, правда, пистолет себе такой тоже. Хоть и шестой, но тоже такое себе. Пистолет все-таки покруче. Так, осталось только с Лерой поговорить. Yes, Commander? Is there something you need? I should go. Goodbye, Commander. Commander, are you coming to check up on me? You look much better. How are you feeling? Dr. Chakwas assures me I am going to be fine. I was impressed with her knowledge of Asari physiology. You're in good hands. Dr. Chakwas knows what she's... I get the feeling you want to ask me something, Commander. I should go. Goodbye, Shepard. Здесь она нового ничего не расскажет. Ладненько, тогда погнали на этот. На Луну. Я думаю, с нее и начнем. Уже времечко много. Так. Надо будет еще пару делов сделать. Good timing, Commander. We got a transmission coming in from the Citadel. Top priority clearance. Is it the ambassador? It's not his signature. I think it's from the Council. I'll patch it through to the comm room. Good timing, Commander. We got a transmission coming in from the Citadel. Top priority clearance. I'll take it in the comm room. Радиорубки. Commander Shepard, we've received information that may be critical to your mission against Saren. I'll take all the help I can get. We've received an urgent message from one of our infiltration regiments in the Traverse. I'm listening. We currently have several infiltration units scattered throughout the border regions of Citadel space. This particular unit was gathering intel on Saren. What did they find? Unfortunately, the message we received was little more than static. The infiltration team must be in a situation where they can't set up proper interstellar communications.
But the message was sent on a channel reserved for mission-critical communications. Whatever they were trying to tell us, we know it was important. Considering your interest in Saren, we thought you might want to investigate this. Find out what happened to our team. The signal originated from the planet Vermeer. I'll look into it. The Council prefers not to become involved in the specifics of Spectre activities. We only want you to be aware of all your options, including Vermeer. Good luck, Commander Shepard. We will keep you advised if we learn anything else. Ну уж сначала на Луну. Потом там еще агенты с Вермайера. На Вере мне потом надо будет. Полетели. Такс. Ну, каких-то других составов у нас нет. Или по-быстрому пока пройти. Тут, благо, не так тяжко вроде. Так, ну обаяния у меня нет, а очки я, пожалуй, пока сохраню. Полоневые патроны. Ну и на учебный полигон давайте сгоняем. Так сказать, на высокой ноте закончим.
Прям токийский дрифт. Правда, тут несколько полигонов. Значит, пойдем по треугольнику. Седьмой страйкер. У нас уровень прям хороший. Неслась. Как же их тут много. Вот поэтому я не люблю эту миссию. Ой, как кошмар. Ну тут надо просто это... Агрить их довольно потихонечку. Not without an airlift. Not without an airlift. Ну, Гарус. Уж. Вспомнил. Нам в этом плане поможет. Куча гранат.
Нет, с винтовкой он хорошо управляется. Ну, прям проблема. Еще эти запасы гранат. Так, ладно. Можно, кстати, покачать немножко товарища. Так, Кроган. Информация, барьеры. Гарресу нужно электронику покачать. Вроде более-менее. Энергоузлы, что ли? Или нам нужно будет вот сюда, потом в крайнюю.
Гранат нет. Зато есть винтовка. Легкая броня медведица 6. В принципе, защита у нее повыше. Красивый. Вик штурм. Можно, кстати, потихонечку по-человечески что-нибудь взять. Хотя бы так. Как он хорошо с этой винтовкой прям управляется. Смело не полез. Ну-ка, стрельни. О, я же говорю. Прям по красоте. Правда, не знаю, зачем дополнительные узлы уничтожать. Надо быстро-быстро.
остался третий. Но третий блок, он, по-моему, тут вообще... Я помню, там были ракетницы, а сейчас что-то у дронов ну, совсем простому как-то стало. Я-то еще помню эти ракетные дроны. А здесь прям, ну вообще... Как-то совсем по-простому стало. Все, последний. Не, они теперь не ракетные. Либо мы уровнем ошиблись. Я точно помню, тут были прям ракетные такие дроны, в которых один выстрел, и ты просто улетаешь. Так, ну ладно, сейчас тогда допройдем миссию на Луне, и можно будет валить. Something's in the way. Гарус с этой винтовкой просто прям молочь. Ему прям было потенциал еще подкачать. Что тут можно еще взять? Ой. Ну, снайперские винтовки у него на максимуме. Турианский агент. Докачать бы ему урон и точность от всех видов оружия. Наверное, бы ему вот это докачивать тоже. Получено специализации. Так, Мститель или Защитник усиливает деформацию, усиливает подъем. Барьер стазис. Ну, подъем такой себе тоже. Вот.
И барьер хорошо, статис фигня. Подъем хорошо, деформация фигня. Ну, что мы тут сделаем? Надо потом прокачку посмотреть. Шли на Нормандию уже. Ну давайте сразу тогда. Так, куда мы полетим? Ну, на Вермайер тогда. Посмотрим, что там тоже есть. Сдесантимся сразу туда. А, я помню, что это такая за штука. Это она сюжетная фигня, по-моему. Я, конечно, не уверен. Но похоже, что это сюжетная штука. Обратный отчет. Найдите канал. Ладно, можно на Вермайер, кстати говоря. Полететь. Commander, I'm reading a signal. Must be our Solarian infiltration team. Check out those defense towers. Drop the Mako. We'll go in hot and take them out. I'll get you in underneath their radar, Commander. You've got a clean drop, Commander. Stay out of range and continue evasive maneuvers until I bring those AA towers down. I know the drill. Meet you at the camp once those towers are offline. Joker out. Так, ну ладненько. Давайте здесь сохранимся. Учение спектров, Мститель. Деформация, подъем. Еще пару очков у нас есть. Бросок тогда тоже давайте подулучшим. Ну и в принципе все. Подкачались, сейчас сохранимся. Ну и ок. Пока что так сделаем. Так, всем спасибо, комментируйте, оценивайте. На сим торможу запись. Потом продолжим еще. Но на этот самый... На Веймор я в последнюю очередь высаживался после Ферроса. А сейчас мне прям наоборот пошло. Ну да ладно. Посмотрим, как можно будет потом отыграться. Так,
быстренько сохранюсь. часов, кстати, общее время игры. Я думаю, еще несколько миссий, прям чуть больше 20 часов. Если не задротить, можно прям закрыть первую часть. Ну ладненько.